Первый раз на Халкидики мы попали 10 лет назад, случайно, и были здесь проездом. В сентябре 2016 года мы отдыхали на Левкаде, а сын на Халкидиках, в чешском молодежном лагере «Морской конек» в районе Неас-Мармарас. После отдыха на обратном пути мы заехали за ним, чтобы вместе вернуться домой. Переночевали на Ситонии, бывшей рыбацкой деревушке Водвору. Проехались и поплавали на нескольких ближайших пляжах – Кариди, Фава и Оранж. Потом 2 дня потусовались в Неас-Мармарас, ожидая, когда отпустят Митю из лагеря. К нашему искреннему удивлению, после роскошных пляжей Левкады, пляжи Ситонии выглядели вполне достойно. И уже тогда мы подумали, что неплохо бы сюда вернуться. Но красивых и интересных мест в мире очень много. И наше возвращение состоялось только спустя 9 лет. Сын после Ирландского университета нашел работу в Салониках. Весной этого года мы прилетели его навестить. Месяц прожили в Салониках. Город нам очень понравился. Видео на нашем канале. На Халкидики выезжали только несколько раз. Далековато от Салоник. Почти 2 часа в одну сторону. Особо не наездишься. Прокатились по уже забытым местам. Побывали не только на Ситонии, но и на Кассандре. В мае температура воды для нас уже нормальная, поэтому даже поплавали. Видео на канале. И снова влюбились в эти места. И вот, осенью мы снова здесь. Хотели подробно изучить эти места, наплаваться вдоволь и повидаться с сыном. Локацию для проживания мы выбирали по принципу равноудаленности от Салоник, пляжей Кассандры и Ситонии. Этому критерию подходили 2 места – Неа-Муданья и Никити. От первой 40 минут до ближайшего метро в Салониках, 45 минут до Посиди-Кейп на Кассандре и час до лучшего для нас пляжа Фава. От Никити чуть больше часа до Кассандры и Салоник, зато до лучших пляжей Ситонии рукой подать. Увы, ни одного достойного варианта в Никити мы не нашли. Или очень дорого, или жилье полный отстой. Зато нашелся достойный вариант в Неа-Муданье, которое нас тоже географически устраивало, хотя мы там ни разу не были. Местно ее называют просто Муданье, с ударением на последний слог. Для достоверности я буду делать так же. Апартамент 90 квадратных метров, в новой трехэтажной вилле с 10 апартаментами. Бесплатная парковка у входа в дом. 3-й этаж с лифтом, большая терраса и балкон, 2 спальни. Два санузла. Большая гостиная. С нормальной кухней. Кондей, быстрый 5G интернет, прачечная в сутерене, 1300 евро за месяц и никаких дополнительных доплат. Взяли машину в прокат, 600 евро за месяц с полной страховкой, экономичную и шуструю. Это шутка, вот наш ослик. Авиабилеты на двоих 200 евро, включая обратные. И вуаля, мы здесь. Муданья это, конечно, не Каны и не Антиб. Небольшой простой городок с обычным пляжем. Но плюсы у нее есть. Во-первых, этот апартамент. Во-вторых, равноудаленная локация. В-третьих, развитая инфраструктура. Полно магазинов. Тренажерные залы, что важно для Лары. Сфера услуг, рестораны, кафе, аптеки, больницы и так далее. По средам большой фермерский рынок, где есть буквально все. Овощи, фрукты, свежая рыба, морепродукты, местное вино и самогоночка. Цены на продукты в среднем, как у нас в Чехии, а вот овощи, фрукты и рыба немного дешевле и точно вкуснее.
Выбор цветов скромный. А еще в Муданье есть бесплатный аттракцион. Нет, нет. Вот он, магазин мужской одежды Гаэтанидис. Владелец выгоняет из своего магазина покупателей, которые ему не понравились. Если вам повезет, то вас тоже выгонит. Нас он выгнал аж 2 раза. Отзывы – огонь. Пляжи. Если вы небольшой любитель плавать и не эстет, то городской пляж в Муданье вас вполне устроит. От нашего апартамента до него 500 метров. Но мы приехали за красотой и удовольствием, поэтому в основном ездили на шикарные пляжи Сетонии, иногда на Кассандру, где пляжи и ландшафт попроще. Пляжей на Халкидиках великое множество, на любой вкус. Море чистейшее. Весной и осенью пляжи аккуратные, потому что людей практически нет. Почти на всех пляжах есть баки для мусора. Туалеты, переодевалки закрыты. Спасателей нет. Общепит не работает и музыка не грохочет. Не сезон. Закрытых пляжей мы не обнаружили. По греческим законам закрывать доступ к пляжам запрещено. И в Муданье, и в Никитии полно супермаркетов. Напитки, фрукты и закуски брали с собой. Погода в октябре бывает разная, но из-за такого обилия пляжей на 4 побережьях всегда можно найти оптимальный по ветру и по волнению моря. В перерывах между пляжами гуляли по Муданье. Заезжали в Никитии прогуляться по старому городу и по 2-километровой набережной. Два раза фланировали по Сане Ресорт на Кассандре. Это вообще бомба. Роскошный комплекс со стоянкой для яхт. Дорогими магазинами и ресторанами. Красивой территорией и интерьерами. От нашего апартамента до ближайшего метро «Салоник» с большой бесплатной перехватывающей парковкой на машине меньше 40 минут. 15-20 минут на метро. Бесплатно или за 60 центов. И вы в центре города. Несколько раз мы ездили таким маршрутом погулять в любимой «Салоник». По прошествии месяца можно смело сказать, что наш план удался. Было все. И шикарные пляжи Халкидик, и любимые Салоники. Вон полетела далеко, 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 далеко.